Сегодня я расскажу про одну из самых популярных профессий в темной стороне интернета, которая приносит большие деньги своим специалистам, а именно отрисовщикам. Практически все обитатели Даркнета, которые хоть чем-то дозанимаются, неважно белыми, серыми или темными делами, то есть легальными, полулегальными или совсем нелегальными, на регулярной основе обращаются к этим ребятам. Да что там, их услугами нередко пользуются люди, которые вообще не дружат с компьютерами, а в голове остались только 90-е, или люди, которых жизнь вынудила пойти по скользкой дорожке. В общем, отрисовщики всегда на расхват, и это удивительно, ведь это профессия с очень низким порогом для входа, и стать отрисовщиком может практически любой, даже школьник. Поэтому детвора в масках анонимусов-снюсоедов тоже на что-то годится, и что самое забавное, иногда они могут зарабатывать больше тебя. Ну ладно, несмотря на то, что даже школьник может стать отрисовщиком, это не означает, что все школьники – это отрисовщики, и что все отрисовщики – это школьники. Да, такое бывает, но редко, и пока я вас полностью не запутал, тяжело. В этом видео вы узнаете, кто такие отрисовщики, как ими становятся и чем же они занимаются, кто и почему пользуются их услугами, сколько они зарабатывают, где можно обучиться этому ремеслу, как отрисовщики остаются анонимными и самое главное, сколько они живут. Слушайте внимательно, будет занимательно. Итак, для начала, кто такой отрисовщик? Это человек, который в фотошопе поделывает различные документы. И речь идет не только о паспорте, это еще и водительские права, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, квитанция об уплате и многое другое. Все возможные бумажки или скриншоты, которые содержат хоть какую-то информацию и которыми можно воспользоваться с различными целями. То есть отрисовщик – это тот же дизайнер, фотошопер, как некоторые называют, но который берет сомнительные заказы у сомнительных клиентов. И если вы решили, что это тот человек, у которого можно заказать поддельные документы и получить их на руки, то вы ошибаетесь. Скорее всего, отрисовщик не будет вам ничего печатать и отправлять, так как это не входит в его обязанности, и тем самым он очень грамотно защищает свою деятельность. Его дело – это сделать картинку в JPG формате или в любом другом и отправить ее клиенту в мессенджере, на почту или куда угодно. Чаще всего клиентам достаточно этой картинки, и они могут ничего не печатать. На сайтах, где необходима верификация, они просто приложат эту картинку, так же, как и во многих других случаях. Если человеку нужны поддельные документы именно для того, чтобы придавить их в жизни, то он воспользуется немного другой комплексной услугой, которую сами отрисовщики чаще всего выполнять не будут. Даже если они чисто гипотетически могут это сделать, так как они теоретически понимают весь процесс и, возможно, оборудование для этого у них уже есть, то вполне возможно, что все равно не станут, так как их деятельность будет квалифицироваться уже по-другому. Отрисовка пока никак не регулируется законом. Даже реальная подделка документов сейчас очень плохо доказуема. Ты должен воспользоваться поддельным документом в реальной жизни, будь то права или паспорт. Только после этого наступает ответственность. И тогда уже могут выйти на человека, который подделал и напечатал этот документ. Там есть свои интересные тонкости. Если захотите видео про поддельные документы, то пишите об этом в комментариях. Если же речь идет просто о картинке, то к дизайнеру, то есть отрисовщику, обычно никаких вопросов. Он ничего не изготавливал. Это просто дизайн в фотошопе. Файл, который он отправил только своему клиенту. Кстати, немного о клиентах. Услугами отрисовщиков пользуются вилочники, если что-то связано с букмекерскими конторами, арбитражники, бонус-хантеры, криптовалютчики, а также все, у кого бизнес в интернете связан с сервисами обязательной верификации, но кто по причине своей деятельности вынужден оставаться анонимным. Но это еще не полный список. И да, если хотите, чтобы я разобрал все те профессии, которые только что озвучил, то опять-таки просто сообщите об этом в комментариях, а то я без понятия, чего вы хотите. Все-таки эти ребята нередко зарабатывают большие деньги, и думаю, вам будет интересно, как стать одним из них, и стоит ли вообще это делать. Но чаще всего отрисовкой интересуются обычные мошенники. Они поделают квитанции, скриншоты об успешном переводе и так далее. Встретиться с такими скамерами можно как в онлайне, так и при личной встрече. Те, которые работают онлайн, нередко достаточно смышленные и не оставляют следов, поэтому выйти на них достаточно сложно. А вот те, которые работают офлайн, очень рискуют, особенно если у них нет крыши. И как можно понять, в таких случаях уголовка не за горами. Иногда самые отчаянные или, грубо говоря, самые тупые вдруг начинают думать, что на самом-то деле тупые не они, а те, кто вокруг, поэтому заказывают отрисовку для ситуаций, в которых все равно рано или поздно обо всем узнают, и правосудия долго ждать не придется.
К примеру, в Липецке мужик кинул Wildberries с помощью фейкового чека. Он заказал запчасти и аксессуары для автомобиля, а также мужскую одежду на общую сумму в 54 435 рублей. В пункте выдачи товаров он показал менеджеру отрисованный чек об оплате и забрал товар. Казалось бы, да, все получилось, но позже все проверили, на него поступило заявление в полицию, и теперь его ждет прекрасная возможность познакомиться с горлышком правосудия. Такой же возможностью воспользовалась и девушка с Иркутска, которая купила смартфон на Авито с помощью отрисованного чека. Разберем ситуацию с самого начала. 28-летняя местная жительница разместила объявление о продаже смартфона. На него откликнулась 19-летняя покупательница. Они назначили встречу, в результате которой мошенница провела несколько манипуляций на своей мобиле и сообщила, что перевела деньги за товар, а в качестве доказательства продемонстрировала отрисованный скриншот, после чего уехала. Деньги на счет так и не поступили, поэтому жертва обратилась в полицию. Вскоре появилось еще 2 аналогичных заявления. В итоге оперативниками была задержана ранее судимая 19-летняя девчуля. У нее изъяли все заработанное, а в телефоне нашли телеграм-бота и множество отрисованных чеков. Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2. Так что, ребята, нужно думать головой. Думаю, многие из вас смотрели фильм «Области тьмы», в котором главный герой с помощью таблетки, повышающей работоспособность мозга, смог поднять целое состояние на бирже. По сути, он использовал опыт и знания других людей, добавив исключительное владение информацией о мировой политике и экономике. Браться за любое дело нужно только тогда, когда владеешь нужными знаниями и информацией. Особенно, когда речь идет о финансах, ведь это означает, что раз можно заработать, то можно и потерять. А когда можно потерять, то многие начинают относиться к этому скептически. Например, когда мы слышим про криптовалюту, то машинально думаем о том, что это обман. Только по факту это то же самое, что торговля на бирже. И когда ты разбираешься в этом деле, то риска не больше, чем в любом бизнесе. Как вам такие цифры? Платежная сеть стейблкоина, то есть крипта, за год обработала платежей на 18,2 триллиона баксов. Это больше, чем MasterCard, который обработал 14,1 триллиона, и Visa с годовым объемом в 7,7 триллиона. Мощно, да? А ведь это только стейблкоины. А теперь представьте, что все, что вам нужно знать в этой сфере, вам преподнесли на блюдечке. Это заветное блюдечко есть в телеграм-блоге BlackRock, посвященному Web3 разработкам и блокчейну. Ребята работают с 2017 года, сотрудничали и продолжают это делать с создателями бирж, разработчиками и другими спецами. В ленте блога только актуальная инфа и новости, аналитика и крутые многообещающие проекты на ранних стадиях. По сути, это узконаправленная СМИ, как для начинающих, так и опытных игроков рынка. Хочешь быть в теме? Тогда переходи по ссылке в описании. Крипта и блокчейн – это не где-то там и баловство, это уже среди нас. А если проигнорировать, то можно легко остаться на обочине прогресса со сберкнижкой и кнопочным телефоном. А теперь вернемся к нашим отрисовщикам. Кто и как ими становится? Разумеется, в школе или в университете такому не научат, и трудно себе представить, чтобы какая-то крупная интернет-школа запустила курс по тому, как в фотошопе отрисовывать доки. Возможно, вы таинственно про себя подумали. Даркнет. И отчасти вы правы, в Даркнете действительно это есть, но не обязательно забегать так далеко. Подобные темы открывают и обсуждают на многих околотеневых, околомошеннических форумах в Клирнете, то есть те, которые можно спокойно открыть с любого браузера и зарегистрироваться без каких-либо ограничений, а также нередко в каких-то чатах в Телеграме. Там люди занимаются разными делами, и нередко им для этого нужны отрисовки документов. Некоторые сами пробуют понемногу, достают какие-то материалы для этого, практикуются, а некоторые покупают на тех же форумах небольшие курсы, где уже более прошаренный отрисовщик делится своим опытом. Если что, в конце видео, возможно, скажу, где достать этот курс. Грубо говоря, обучение отрисовкам – это локальная тема, которая особо за пределы подобных форумов не выходит. Учитывая, что все достаточно просто и клиентам не обязательно знать отрисовщика в лицо, то ими нередко становятся студенты или даже школьники. Да, когда кто-то хочет срочно сделать отрисовку в течение 30 минут, ему может прийти отказ, якобы отрисовщик очень занят или за рулем, например, а на деле он сидит на уроках. Однако стоит понимать, что отрисовщики бывают как плохими, так и хорошими. Вполне возможно, что школьник многому научился, но опыт играет большую роль. Отрисовка подразумевает под собой возможность отрисовать любой документ любой страны. То есть, если это паспорт, ты должен знать, сколько видов паспортов было в этой стране и какой выдавался в требуемый период. Если это квитанция ЖКХ или билл, то должен знать, какие компании предоставляют услуги в требуемой стране и как выглядит тот самый билл. Отрисовщик не рисует паспорта с нуля, а берет фото настоящего и редактирует его, также со всеми документами. А еще он может отрисовать права, то есть ID, которые очень распространены в Европе. Кредитные карты, чеки, авиабилеты, кредитные договора, все что угодно. Отрисовка может понадобиться на огромное количество целей.
Отрисовщик очень важен для преступного интернет-сообщества, ибо обладает большим количеством для подобного рода людей знаниями и умениями. Однако при этом оплата труда не является какой-то немыслимой. Практически любую отрисовку можно заказать, начиная от 500 рублей и заканчивая обычно от 5 до 10 тысяч рублей. Вроде как те, кто пользуется услугами отрисовщиков, и могут крутить большими деньгами, но самим дизайнерам перепадает немного. Можно сразу озвучить минимум две причины таких низких цен. Первое – это низкий порог входа. Об этом я говорил ранее в видео. Если даже школьник может начать делать отрисовки, то платить за это безумные бабки было бы неразумно. Как и с любой другой работой, если есть спрос и достаточно много предложений, то цена низкая. А если при большом спросе предложений почти нет, то цену можно ставить какую хочешь. Вторая причина – отрисовщики себя просто не ценят. Да, их уже достаточно много, однако они не могут сойтись на том, что их работу нужно ценить по достоинству, поэтому каждый занижает цену как может, лишь бы клиент пришел именно к нему. Третья причина – это готовые Telegram-боты. Да, есть боты, где за небольшую плату робот поделает нужный документ с данными, которые вы указали. Такие боты работают как по фиксированной оплате за каждую отрисовку, так и по подписке, и цены ниже, чем у отрисовщиков. Крупные сайты и биржи так не разведешь, а вот на Авито и в личных сообщениях с мамонтами вполне может получиться. Хотя таких мошенников и ловят чаще всего, так как они рискуют, как в тех случаях, что я описал ранее в видео. Как итог, отрисовщик может заработать свои 1-2 тысячи долларов за месяц. Какие-то топовые, которые набирают свою команду и рекламируют свои услуги там, где люди особо не знают о ценовой политике, могут заработать и от 5000 долларов. Но о каких-то миллионах и речи идти не может. Ну а теперь последний вопрос. Сколько живут отрисовщики? Это одна из самых безопасных даркнет профессий. Мы уже разбирали на канале дропов, спортиков, фальшивомонетчиков и наемников. Все они рискуют достаточно быстро попасть за решетку, причем надолго, или в могилу. Ну тут уж навсегда. Но в данном случае отрисовщикам мало что угрожает. Однако стоит понимать, что некоторые страны имеют законы, которые явно запрещают подделку документов в электронном формате, включая фотографии, и предусматривают наказание за такое нарушение. В США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и других развитых странах подделка электронных документов является незаконной и может привести к судебным процессам и даже к тюремному заключению. Они также имеют системы контроля и защиты данных, что делает подделку сложнее. Но в некоторых странах с менее развитой экономикой и нестабильной политической ситуацией подделка электронных документов может быть более распространенной, поскольку законодательная система может быть менее строгой или недостаточно ресурсов для эффективного контроля. В этих странах подделка электронных документов может использоваться для обмана системы и получения незаконных привилегий или доступа к ресурсам. В этом плане Россия в топе. Отрисовщики обычно придерживаются следующих правил. Никогда не используют отрисованные документы для незаконных действий, таких как прохождение границы, покупка или продажа чего-либо и так далее. Никогда не задают клиентам вопросы о том, для чего они нуждаются в отрисованных документах. Такое сообщение может быть использовано против дизайнера в суде, если действия клиента окажутся незаконными. Поэтому отрисовщик вполне может вести беседу в стиле «А, я понял, вы хотите подшутить над кем-то, сейчас сделаю». Любой серый бизнес, в том числе и связанный с отрисовкой документов, не должен быть на публике. Все действия должны быть скрыты от общественного внимания, поэтому подобные услуги обычно рекламируют на тех же тематических форумах, и вы редко наткнетесь на это в Ютубе или в Инстаграме. Надеюсь, вам было интересно, и чтобы изъять из этого видео как можно больше полезного, напоследок я посоветую вам одного человека в Телеграме, который сливает различные курсы, причем даже те, которые стоят огромные деньги. По этим курсам лично я учу английский, совершенствую свои навыки в видеомонтаже, а мои знакомые учатся программированию, кибербезопасности, 3D-моделированию и арбитражу трафика. Направлений уйма, и уже слито больше 60 тысяч курсов. Вход в этот телеграм-канал стоит всего 800 рублей или 300 гривен. То есть за доступ ко всей этой огромной базе вы заплатите меньше, чем за один самый дешевый курс на любом сайте. Ссылка на человека, который предоставляет доступ к сливам курсам, есть в описании и в закрепленном комментарии. Напишите ему, что вы пришли за курсами и получите в ответ всю необходимую информацию, и при желании вам скинут все возможные доказательства. Если что, я отвечаю своей репутацией. Я сам пользуюсь этими курсами и доволен как слон, так что рекомендую. Плюс в описании будет ссылка на мой магазин в Телеграме, где вы можете купить VPN вроде Surfshark, Netflix, Eevee, Megogo, игры для PlayStation, ключи от офиса или Windows и так далее. И все это намного дешевле, чем в официальных магазинах. Канал называется «Экономия по-фландерски». Ссылка в описании. Как говорится, сэкономил, значит заработал. Ну а на этом все. Советую также подписаться на мой YouTube канал и основной телеграм-канал Flanders Убежище, чтобы не пропустить интересную или даже полезную информацию. Уже есть полно видео, можете глянуть. А я ухожу. Ухожу красиво.